Друзья, рада всех приветствовать на моем канале. Меня зовут Светлана. На календаре 19 августа 2023 года. Сегодня в заключительном отчете я представлю вашему вниманию уже готовую работу, на создание которой потребовалось 7 месяцев. 17 выпусков было посвящено данной вышивке. За это время мы совершили несколько мистических походов. В нашем клубе нам любезно составляли компанию загадочные гости. Так первый отчет ознаменовался тем, что к нам заглянул уникальный врач-хиллер Хосе Педро де Фрейтас, один из ярчайших представителей нетрадиционной медицины, которого специалисты из ряда медицинских организаций США назвали терра инкогнита от медицины. Во время второго наблюдали за поездами-призраками. К платформе, от которой несколько минут назад отошел экспресс, прибыл состав из нескольких длинных синих вагонов и роскошного красно-черного паровоза, давшего громкий гудок. Дежурный по станции и машинист паровоза некоторое время с нескрываемым удивлением смотрели друг на друга. Дежурный недоумевал, что это за поезд и откуда он здесь взялся. Машинист, что это за станция и откуда она возникла на их пути. Наконец локомотив, испуская клубы дыма и пара, отошел от перрона, быстро набрав ход. Затем был бунт машин и вечный странник Агасфер. С пятым отчетом нас ждало путешествие в мир сказок, полный скрытых смыслов и неожиданностей. Помните, видео так и называлось «Скрытый смысл сказки Буратино и его прототип». Все знают историю про Буратино и Пиноккио. Но увидел бы мир книгу про Буратино, если бы не Карло Коллоди, написавший грустную историю про настоящего деревянного человека, ставшего прототипом литературных произведений. Затем была морская, полная мистических явлений прогулка. Мы с вами неслись на всех парусах в поисках летучего голландца, обреченного на вечное скитание по морским просторам за грехи своего капитана. Среди моряков очень популярна о нем легенда. Посетили заколдованные места. Встреча с единичным отголоском прошлого явления нередко. То звуки, то видения из потустороннего мира нередко беспокоят нас своим появлением. С 8-м отчетом мы поближе познакомились с ангелами-хранителями. Узнали, какая их основная задача, на сколько чинов и на какие именно они разделяются, какой имеют образ и многое другое. Считается, что они сопровождают нас в течение всей жизни, оставаясь при этом незримыми. Затем мы окунулись в средневековое детство, а с 10-м отчетом в наш клуб заглянула зима жизни. Мы узнали, какой была старость в средние века. А в этом отчете был представлен результат 54%. И в этот день наш клуб озарил Сириус, белый бриллиант неба. Мы вспомнили, во сколько раз светимость Сириуса превосходит светимость Солнца, что астрономы называют белыми карликами. Узнали, какую важную роль с древних времен Сириус играл в укладе человеческой жизни, какой период и почему римляне называли каникулы, и о чем Дагоном рассказали ангелы с небес. Так один из мифов Дагонов напоминает одну из известных библейских историй, которая передавалась из уст в уста
задолго до появления Библии. Это рассказ о том, что с Сириуса на Землю, в Африку, несколько тысяч лет назад прилетал некий бог Нома с ковчегом. Был у меня и подарок от Ирины в этот период. Ему посвящен выпуск с 12-м отчетом. Это схема для вышивки возвращения блудного сына от производителя творческая мастерская «Артель Белый кролик». Интересно и сама притча, друзья, и то, какие темы она раскрывает. Следующие два видео с отчетами посвящены фотографиям. Это и самые первые фото в истории, и архив принца Альберта, и множество разнообразных фото, на которых запечатлены уникальные моменты. С 15-м отчетом к нам в клуб заглянул Пабло Эскобар, самый известный наркобарон в истории. Затем была самая известная стриптизерша в истории. И совсем недавно, с 17-м отчетом, мы познакомились с магом на престоле. Гауматом Жилжибарди, может быть, первый из самозванцев, о котором повествует история. И все это время, друзья, вы были рядом, наблюдали за созданием картины и принимали активное участие в заседаниях нашего светского клуба. Огромное вам спасибо, друзья, за поддержку, стимул, вдохновение, за ваши отзывы и лайки. Такой результат достигнуть благодаря вам, друзья. Мне всегда хотелось вас удивить и порадовать, поднять настроение. Ну, конечно, бывало по-разному. А возможно, и вас удавалось мне вдохновить на скорые результаты. Ну а сейчас нас ждет вышивка. Вот так моя работа выглядит в итоге. Да, мне тоже очень нравится. Перед нами вышитая картина и ее первый урок великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Зампиги. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Размер схемы 400 на 529 стежков, а в общей сложности вышло 211 600 крестиков. В работе приняли участие 200 цветов, из которых 102 бленда. Схема имеет 5-й уровень сложности из 7 возможных. Вышивала я крестиком, нитками ДМС 2 сложения на конве Аиде 18-го каунта фирмы Цвайгард. Да, друзья, по электронному приложению Сага. С перенабором мне любезно помогла Елена Соколова. Леночка, большое спасибо еще раз. Елена ведет свой канал, тоже посвящен вышивке. Ссылку на него оставлю под видео. И да, друзья, хочется еще раз вспомнить о замечательном художнике. Художник Евгенио Эдуардо Зампиги родился в октябре 1859 года в Модене, Италия. Живописью увлекся в раннем детстве и в возрасте 13 лет поступил в Академию дизайна. В начале 1884 года Евгенио Эдуардо Зампиги перебрался во Флоренцию, где начал писать жанровые картины о жизни простых итальянцев. Главными героями его картин стали хорошие знакомые друзья, а потом и просто прохожие на улицах. Художник старался показать красоту повседневной жизни с некоторой долей иронии, ярко и весело,
с большим желанием поделиться радостью. Неудивительно, что очень скоро у творчества Евгенио Эдуардо Дзампиги появилось большое количество поклонников в последующем и последователей. Умер художник в 1944 году в городе Маранелло, а его картины и сегодня можно увидеть в самых известных музеях мира. Картина, как и всякое произведение искусства, обязательно вызывает чувство, ассоциации, эмоции, для чего она, собственно, и предназначена. Радость и счастье повседневной жизни просто завораживают. Я вижу, как люди умеют радоваться тому, что есть. На картинах Евгению они живут красиво, умеют радоваться жизни и искренне разделяют радость других. Сколько в них жизни, все поколения вместе, и старики, и дети, и молодые родители. Любовь, внимание, радостное теплое взаимодействие между всеми членами семьи. В нашей же картине мы видим момент свершения таинства, передачи опыта, знаний и умения от самого старшего представителя семьи самому младшему. Женщины разных поколений, бабушка и внучка, увлечены одним делом. В этот бесценный момент вокруг них ничего не существует. Ни мяукающего, пытающегося привлечь внимание своей любимой хозяйки котенка Сириуса, ни шипящего в глубине камина казанка. Ну так, друзья, спасибо за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.